Я попробую рассказать о тех глобальных мегатрендах, которые я увидел в Соединенных Штатах, выявить те мегатренды, которые влияют на нашу с вами жизнь, и обсудить план конкретных действий, как это можно использовать. Ну, что такое тренд? Это тенденция, это некий фактор, который влияет на нашу жизнь. А мегатренды – это то, что влияет на жизнь всех людей, то есть на подавляющее число жителей планеты Земля. В этом процессе созерцания вот этого влияния, этих мегатрендов, выделяют людей, которых называют трендсеттерами. То есть тех людей, которые становятся инициаторами трендов. И вот если вы увидите тех 5 человек, которых я выбрал, вот они являются трендсеттерами с моей точки зрения. Один из них, знаете, да, кто это? Дмитрий Менделеев. Он первым научился, говорят, делать водку. И это серьезный тренд, который влияет на жизнь поколений. Но все остальные американцы, да? Томас Эдисон, Генри Форд, Билл Гейтс, Стив Джобс. Это люди, которые занимались инновациями. Причем Менделеев тоже. Это инновационное было решение, не только таблица Менделеева, но и производить вот такой продукт. Поэтому моя поездка в Соединенные Штаты, она дает мне основание думать о том, что я видел, как влияют трендсеттеры Соединенных Штатов на жизнь всей планеты. Но видеть и понимать – это две большие разницы. Поэтому очень важно не быть похожим на динозавра, которые не видели тех происходящих перемен в природе, и поэтому не смогли дожить до наших дней. Стажировка, которую я посетил в Соединенных Штатах, она была посвящена развитию предпринимательства, то есть имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме, и должен сделать один общий вывод. Предпринимательство в Америке, предпринимательство в Украине – это одно и то же. Но формы поддержки предпринимательства, к сожалению, разные. И, конечно же, предпринимателям и в Америке, и в Украине, и в любой стране нужны знания в области того вида бизнеса, которым вы хотите заниматься. Нужно понимание всего комплекса маркетинга, то есть нужны исследования в той сфере, в которой вы собираетесь производить товары и услуги, и понимание, как продвигать свои собственные товары и услуги на рынке. Нужны бизнес-консультанты, которые могли бы вам помочь. В Америке это особенно развито, у нас в Украине это просто не принято. В Америке это делается повсеместно, причем делается за деньги, для начинающих предпринимателей, делается за деньги государства или штата или местной общины. Нужны деньги на приемлемых условиях. Конечно же, когда вы можете получить кредитные ресурсы на условиях менее 10% годовых, это здорово. Когда-то, в 90-е годы, я платил наличными 10% в месяц от суммы кредита, который там брал у лихих парней. Поэтому я знаю, насколько это непросто брать кредиты и как тяжело их отдавать. Ну и, конечно же, нужна психологическая поддержка от общества, и в нашей стране, к сожалению, этого нет. И вот если бы больше было людей, таких как Владимир Александрович, который рассказал о своем видении, я думаю, что он заставил задуматься и чиновников, и понять лучше отличие предпринимателя от непредпринимателя, обычных людей, обывателей, которые иногда думают, что предприниматели – это просто люди, которые стригут купоны. Так вот, все это одинаково построено и в Америке, и у нас, и все эти составляющие нужны и там, и здесь. Как это построено у нас, мы уже обсудили. Как это делается в Америке, попытаюсь вам рассказать, одновременно говоря о тех тенденциях, о тех мегатрендах, которые я наблюдал. Итак, мегатренды, их много. Есть те мегатренды, которые являются рукотворными, то есть мы с вами что-то можем сделать, и это потом влечет за собой кардинальные изменения. Тот же Стив Джобс, который инициировал появление целого ряда гаджетов, или Билл Гейтс, который создал операционную систему, которую мы без зазрения совести копируем очень часто. Вот. Не все, но часто.
А есть природные мегатренды, которые на нас влияют. И вот посмотрим, какие же из них. Изменение климата. Я думаю, что изменение климата – это то, что нет смысла обсуждать. Все мы знаем, все мы видим, что оно происходит. А вот технологический взлет – это уже наши собственные достижения. Конкорд. И сейчас разрабатываются уже новые виды летательных аппаратов, которые должны обеспечить 5 скоростей звука, 5 махов, то я думаю, что мы впереди увидим грандиозные возможности для перемещения в пространстве. Всеобщая компьютеризация. Речь идет о том, что наши дети, они уже просто от горшка или даже до горшка начинают использовать технические средства. По крайней мере, моя внучка совершенно спокойно играет на телефоне, на айфоне, значит, хотя ей еще только 2,5 года. Виртуализация, когда в облака, такие непонятно где находящиеся информационные хранилища, переносятся какие-то процессы, вот как наш сегодня. Вот наш сегодня процесс, я даже не знаю, в какой стране находится облако Cisco, в котором вот вся эта информация собирается, потом нам сюда возвращается, передается потом на YouTube, на облако ютубовское. И сегодня идет процесс активизации бизнес-модели облачных вычислений. И на сегодняшний момент существует 13 крупнейших корпораций, которые создают такие облачные хранилища. И я подозреваю, что именно они будут править миром. И тогда граница, на которой, территории, на которой вы находитесь, будет играть, собственно, такое условное значение. Лавинообразный рост объемов информации. Ну вот вы знаете, до 1978 года это еще пытались отобразить, выкладывая книжки, да? А потом настолько лавинообразный рост пошел, что просто невозможно выкладывать с помощью книжек подобные диаграммы. В настоящее время за 2-3 года идет удвоение информации, да? А в 1800 году за 50 лет проходило удвоение информации. То есть сейчас все идет в лавинообразной форме. А это приводит к тому, что появляется киберпреступность, которая процветает очень часто, но и появляется другой компонент, который называют мегатренд взаимосвязанностью. И вот то, что мы сегодня наблюдаем, это как раз и есть взаимосвязанность. Я сейчас посмотрю, что у нас, работает ли наша. Работает. Вы видите, у нас 2 гостя, но это наши харьковские участники. Работает наша система трансляции в интернете. Поэтому взаимосвязанность позволяет нам то, что мы с вами сегодня обсуждаем, обсуждать с людьми, находящимися даже на другом конце мира. Когда сеть наша заработает, когда нам не стыдно будет показывать, и дискуссия у нас будет более такой, значит, целенаправленной, я думаю, что мы привлечем сюда и зарубежных участников. И я вам скажу, что одними из таких грантовых программ, которые может получать финансирование Рідна країна, или вот ваша вся команда, это просто даже подавать заявку на проведение серии круглых столов по развитию предпринимательства. И все. И вы уже получаете финансирование и на кофе-брейки, и, может быть, даже на какие-то другие организационные затраты. Что еще? Глобализация. Глобализация выражается не только в интернете, но она прежде всего выражается в том, что мы все пользуемся международными валютными денежными знаками, да, денежными знаками международного хождения, евро, доллары. Недавно я ездил в Кишинев, так вот я не мог купить в Одессе, значит, молдавские леи, потому что никто не продает. Говорит, да не переживай, бери, покупай доллары, значит, там с долларами работает хорошо. Да, действительно. То есть вот такой переход через доллары не вызывает проблем. Но мы знаем, что есть еще и бизнесы, которые шагнули на другие территории, Макдональдс, или вот футбольные, спортивные другие мероприятия. И Организация Объединенных Наций – это система, которая охватывает весь мир. Ну и вот чудесная новость, в Бобруйске будут разливать элитные французские помидоры. То есть вот даже у батьки, значит, в Белоруссии тоже
уже вошли в этот процесс глобализации. Популяционный взрыв. Ну, это фантастические достижения, конечно же, связанные с достижениями медицины. Когда человек вынашивает и рождает 8 детей, вот, и они потом, видите, вырастают. Смотрите, сколько их там, значит, у этой девушки. Это здорово. Урбанизация. Ну, урбанизация это, скорее всего, тяжело для природы и для тех людей, которые живут в таких мегаполисах, потому что это масса проблем из экологии, из ЖКХ и с другими вещами сопутствующими. Но одновременно с проблемами урбанизация приводит к этническому разнообразию, потому что люди подтягиваются в эти центры, в эти мегаполисы, они подтягиваются, так как там могут реализовать все свои способности. Вот я знаю там несколько иностранцев, которые живут в Харькове, которые ведут бизнес в Харьковской области, и они уже абсолютно как местные, как аборигены ведут себя, потому что для них нет каких-то различий, где бы им жить, там, в Харькове, в Калькутте или в Киеве. Потому что если они знают язык, если они знают, как зарабатывать деньги, то в цивилизованных странах есть все необходимые условия для жизни и для самореализации. Но при этом вот эта самореализация нередко сопровождается еще и ростом индивидуализации. Очень много людей, у которых возникает депрессия, когда они не могут реализовать себя в той среде, в которой они находят. Они стремятся замкнуться, они нередко стремятся вообще отделиться от общества. Ну, в данном случае, конечно же, картинка не соответствует этому процессу. Индивидуализация здесь просто это демонстрация того, как японцы умеют строить классные гостиницы, очень малобюджетные, чтобы человек мог приехать, если для него не суть важно там комфорт, чтобы он мог переночевать и вести свой бизнес. Я думаю, что в Украине нам это не помешало в Киеве, потому что там дороговато ночь провести. А здесь вот, я думаю, долларов за 10 они эти ячейки продают. Нетворкинг. Это система взаимодействия, это еще один мегатренд. Все говорят о Фейсбуке, но на самом деле сегодня очень важно иметь тех партнеров, с которыми ты можешь сообща вести свой бизнес и продвигать его. Еще и потому, что этот бизнес настолько становится специфичным, что, может быть, в вашем непосредственном месте проживания и нет тех людей, с которыми вы могли бы кооперироваться. Поэтому нетворкинг – это еще один мегатренд. Экологическая перегрузка. Ну, здесь картина сама говорит о себе. У вас в городе тоже наблюдается. Наверное, сейчас это не так слышно, но, наверное, в местах, мимо которых мы проезжали, там, где трубы дымят, то это можно наблюдать. Истощение природных ресурсов. Аральское море. Мы все с вами из Советского Союза. Вот смотрите, как оно постепенно усыхало. Вот. И вот эти корабли пустыни в полном смысле этого слова. И, конечно же, природные ресурсы истощаются, и особенно водные ресурсы истощаются особенно быстро. Регионализация – это то, что мы очень хорошо с вами знаем на востоке Украины. У нас это переросло в дикие формы, но этот процесс самоопределения и процесс формирования каких-то обособленных социумов, он идет во всем мире. И вот одна из последних новостей: 28 сентября сторонники независимости Каталонии получили большинство в парламенте. Поэтому процессы вот такой регионализации, они идут не только в Украине. Старение. Старение населения происходит благодаря достижениям медицины. И, конечно же, хорошо жить до 100 лет, сохраняя вот такое спортивные, значит, формы, как мы видим на этих фотографиях. Рост государственных расходов. Это еще один мегатренд, что вместе с старением растут затраты на пенсионное обслуживание людей, и в целом все затраты государства возникают все больше, больше и больше, то есть объем этих затрат растет. И если вы делаете свой бизнес, то вы можете просто учитывать этот процесс, потому что это реальные деньги. То есть вы можете четко сказать, что
государство или органы местного самоуправления становятся одним из мощных заказчиков, потому что все больше и больше денег будет стекаться именно в эти структуры. Влияние мегатрендов на регионы Украины. Ну, мы все знаем, что у нас идет сейчас процесс децентрализации. То есть это уже конкретные вещи, о которых я хотел бы говорить, потому что децентрализация касается вас всех. В Донецкой области будет 38 объединенных громад или общин, а в Луганской области, на той части территории, которая под контролем правительства Украины, 24. Это уже решение, которое утверждено Кабинетом министров. То есть всего вот такое небольшое количество. Но, например, в Луганске я посчитать успел, а в Донецке там просто очень много, ну там больше 200, по-моему. А в Луганской из 194 будет 24, то есть 170 сельских и селищных громад потеряют свой орган местного самоуправления. То есть они вольются в одну большую громаду. И вот здесь вот это нужно учитывать и нужно понимать, что же в этом процессе делать. Еще один мегатренд, который влияет на жизнь на локальном уровне, это вот рост государственных расходов. И конкретно, помимо того, что можно участвовать в тендерах и так далее, мы можем говорить о Державном фонде регионального развития. Я не знаю, владеете ли вы этой информацией, но я специально вчера посмотрел. Луганская область в 2015 году 124 миллиона гривен. То есть это немалые деньги. А Донецкая 242. То есть вот Харьковская область в 2015 году, хотя она и больше, чем вот та территория, которая под контролем Украины, Харьковская область 152 миллиона гривен, а вы, как Донецкая область, получается 242. Причем эти деньги начали выделяться в сентябре, и до декабря вот они должны быть израсходованы. На следующий год вы еще свои проекты не подали, и они не прошли утверждения Минрегионом. Поэтому, наверное, вы можете еще успеть. Для того, чтобы вам подобрать под проект, который может быть вам интересен, вам уже можно использовать такую штуку, как бенчмаркинг. Бенчмаркинг – это отметка высоты, бенчмарк. Значит, это когда вы берете и смотрите у тех людей, у которых что-то есть лучшее, более эффективное, которые дольше занимаются тем или иным видом деятельности, и вы просто перенимаете у них их опыт, их достижения. То есть вы видите, что вы могли бы использовать у себя, и, может быть, делаете даже еще лучше. Так вот, для того, чтобы вы могли воспользоваться опытом всей Украины, зайдите на сайт dfr.minregion.gov.ua. Это сайт, который сделан за деньги проекта «Підтримка регионального развития Украины». И посмотрите, какая область, какие проекты предложила и какие уже получили финансирование в 2015 году. Именно оттуда я нашел проект одной из областей, которая решила строить или там улучшать дорогу на кладбище. Так? Вот, то есть я не сомневаюсь в том, что это нужно делать, что дорога там плохая. Но только это не проект регионального развития, потому что региональное развитие не через кладбище идет, а через развитие тех видов деятельности, которые приносят новые доходы, налоги на территорию данной громады. Поэтому посмотрите там, выберите себе то, что вас интересует. Например, в Харьковской области тот проект, который я помогал по заданию главы областного совета готовить, он связан с созданием геоинформационной системы и портала открытых данных. А зачем нужна эта геоинформационная система? Ответ очень простой. Вот эти об'єднані громади, які зараз створюються в Україні, они должны иметь межи, обозначенные на карте войска 2000 в масштабе 1 к 10 тысяч. Если таких границ не будет, то все операции с землей будут незаконными. Поэтому, когда будут созданы объединенные громады, то никто не сможет осуществлять операции на земле до тех пор, пока не он обозначит вот эти границы. И оказалось, что в Харьковской области у нас нет карты Харьковской области ВСК 2000 в масштабе 1 к 10 тысяч. Более того, я вам скажу по секрету, что ни в одной из областей нет. Но Харьковская область, из-за того, что есть люди, которые думают немножко наперед, она была единственная, которая подала подобный проект финансирования.
Этот проект создания карты Харьковской области на площади 34 тысячи квадратных километров был оценен суммарно там, 24 миллиона гривен, там, вместе с вкладом других партнеров. Но сам факт того, что вот сейчас он в декабре начнет реализовываться в Харьковской области и будет реализовываться 2 с лишним года. Это пример того, что может быть просто скопировано. Этот проект полностью описан, и там все вот, это не бизнес-план, да, это не бизнес-план, но это описание проекта во всех его деталях, которые вы можете просто взять, поменять там Харьковская область на Донецкую и подавать его, если у вас такая же проблема существует. Еще одним из составляющих вот этого проекта, который будет реализовываться в Харьковской области, является создание системы управления территорией на основе геоинформационных систем, когда вы анализируете имеющиеся ресурсы и таким образом выстраиваете свою политику управления. Второй проект, который тоже получает финансирование, создание дата-центра. И дата-центр, который будет хранить систему электронного правительства региона, и это будет репозитарий, то есть видеозаписи вот этих всех учебных программ, которые могут быть созданы нашими вузами. У вас тоже есть вузы, которые переехали в Краматорск, и вы можете просто записывать учебную программу и создавать систему дистанционного обучения. Теперь у вас есть технология, как осуществлять живое обучение, да? Но это проще всего делать, когда у вас есть репозитарий, вот, и где его хранить, пожалуйста, подавайте, и такие вещи финансируются, опять же, из средств державного бюджета фонда регионального развития. Почему нужно об этом думать уже сегодня? Вот 2 фотографии, которые отображают 2005 и 2013 год. Кто знает, в чем различие? Это площадь Святого Петра в Риме. Там фонарики, свечки, а там телефон. Да, там слева, слева там свечки. Слева, то есть люди в то время, они просто, значит, отдавали должное своей вере, да? А сейчас они отдают должное своим амбициям. Они хотят себя любимого сфотографировать на фоне, да, вот я был с папой, и все это идет куда? Это все идет в интернет, в какие-то необъятные хранилища, которых нет. То есть сегодня огромный спрос на вот эти дата-центры, о которых я говорил. И вот эти дата-центры, их нужно строить. Почему? Потому что мы с вами переходим к цифровому телевидению. То есть свои внутренние, не только учебные программы, но и какие-то развлекательные программы нужно хранить на уровне региона. А свое внутреннее телевидение – это доступ к депутатским мандатам и к тем законам, которые могут быть пролоббированы людьми. Поэтому создаваемая сегодня сеть, она дает основание собрать социум тех людей, которые думают о будущем всего региона, собрать самые умные мысли, сконцентрировать их в своем дата-центре и в полном смысле зарабатывать на объектах интеллектуальной собственности. Ну, то, что происходит в информационном мире, трудно сегодня обсуждать, потому что уже все основные производители уже включают автопилот в свои автомобили и, в общем-то, будут раскрепощать водителя на трассах. Но если говорить о малом бизнесе, то дата-центры дают возможность создавать еще колл-центры, то есть центры для маркетинга товаров и услуг, и как раз это огромное количество рабочих мест. Когда-то я 5 лет тому назад был в Чехии, знакомился с опытом создания индустриальных парков, и они привезли нас в Брно и сказали, вот это наша гордость. Я спросил, а что это такое? Ну, обычное офисное здание. Нет, говорит, это не обычное офисное здание. Здесь работают чехи, говорящие на 36 языках стран мира. Я говорю, ну и что они делают? Они продают билеты австрийских авиалиний. Мы смогли захватить обслуживание австрийских авиалиний, перенести в Чехию, в Брно. Понимаете? Вот что такое супер-аутсорсинг. То есть, во-первых, это рост еще и интеллектуальной составляющей, потому что люди, которые говорят на 36 странах мира, они же, конечно же, могут стать коммуникаторами для прихода бизнесменов из этих стран мира, и из арабских стран, и из Китая, из Японии и так далее. Поэтому это очень положительный пример.
Создавать центры дистанционного обучения. Это тоже очень близко к нам с вами, потому что мы сегодня создаем такую сеть дистанционного обучения, но вы как бизнесмены можете создавать свои индивидуальные системы дистанционного обучения. То есть сегодня интернет-проект дистанционного обучения недорогой, и затраты на его создание недороги. И Владимир Александрович так точно может создать свой авторский центр дистанционного обучения и продавать за деньги. Да. Итак, ну, как пример могу сказать, вот та сеть, которую мы создали, вот это реально этот зал, который сейчас находится на Артема 73, который эксплуатируется Минрегионом. Но я думаю, что вы можете подобную штуку создать и в Донецкой военно-гражданской администрации. А зачем? А зачем нужен вот такой зал в Донецкой военно-гражданской администрации? Кто скажет? Да для того, чтобы не гонять людей в командировку, чтобы не собирать их на партхозактивы, а для того, чтобы можно было решать вопросы оперативно, просто взять, собрать, поговорить, решить за 5 минут, не тратя время на перемещение. То есть, когда, конечно, кого-то медалью награждать, то это надо ехать. Есть видеоселектор. Видеоселектор, который связан с жесткими технологическими решениями, которые не позволяют дойти до каждой сельской рады. Я думаю, что это... Который защищен от внешнего вмешательства. Укртелеком имеет монополию. Укртелеком на этом зарабатывает, но пора эту монополию разрушать. Да, потом это частный комплект. Укртелекому надо идти дальше. И вот Укртелеком должен возглавить процесс создания подобных сетей на основе открытых протоколов. Не всем же годятся. Сегодня мы с вами проводим как раз первое мероприятие вот нашей сети. Это пример того, как компьютеризация позволяет развивать бизнес. Я еще раз возвращаюсь к идее, куда бедному крестьянину податься. Вы помните, да, фильм Чапаев, там такие чудесные слова говорил один из героев. Куда податься бедному крестьянину, который теряет сельский совет, теряет работу, находясь в небольшой деревне, 1000 жителей, допустим. Куда деваться бухгалтеру, куда деваться секретарю, куда деваться сторожу. Если они создадут коммунальное предприятие, то оно начнет зарабатывать. Пожалуйста, нетворкинг позволит им войти в бизнес-сеть громады европейского майбутнего. И позволит и объединенным громадам создать свои бизнесы и агентства регионального развития, и тем, кто закрывается, сохранить места через коммунальные предприятия, работающие в конкретной предметной области, либо агрологистические центры, о которых я уже говорил. Дальше. Эта же сеть предполагает, громада европейского майбутнего, этот проект предполагает создание сети начинающих предпринимателей. Это, по сути, ваш фрагмент этой системы, потому что громада европейского майбутнего – это проект, который мы двигаем в масштабах всей Украины. Ну и это вот то, кому это нужно. Есть ли этот сыр в мышеловке, ради которого, значит, вот здесь собираются развернуть эту сеть? Конечно, всегда есть чей-то интерес. Помимо интереса в общем экономическом росте всей страны и вашего региона в частности, помимо желания самоутвердиться, передав свои какие-то знания и навыки, есть еще и коммерческие интересы, которые есть у тех или иных людей. У производителей товаров и услуг, которые нуждаются в дистрибуции, это желание найти людей, которые будут продвигать свою продукцию, которые будут торговать ей, которые будут внедрять то или иное устройство. Например, недавно на форуме в сфере сельхозпроизводства и оборудования для сельхозпереработки я общался с людьми, которые там демонстрировали свои котлы. Котлы просто, значит, вот, на твердом топливе. И когда я им сказал, было бы интересно вам, ребятам, сработать вот с этой сетью предпринимателей Донбасса, они сказали, да, конечно, нам нужны те, кто будут внедрять эти котлы. Я говорю, торговать? Нет, не торговать. Их надо установить, их нужно там подключить.
нам нужны просто люди, которые могут это делать. И когда мы говорим про ЖКХ, это вот те предприниматели, которые смогут брать и ставить автономные котлы для отопления там, частных домов или там, многоквартирных домов, допустим, я не знаю точный диапазон, чего они там производят. Но они сказали, нет, не продавать. То есть продавать тоже, но нам нужны те люди, которые могли бы монтировать и внедрять. И вот как раз эта тема для частных предпринимателей, потому что в данном случае этот частный предприниматель будет работать, устанавливая то оборудование, которое производит конкретный производитель, и получать деньги уже от этого конкретного производителя. Бизнес-консультантам нужны клиенты, поэтому в данном случае я надеюсь, что они зарегистрируются. Преподавателям нужны клиенты, потому что если эти преподаватели что-то знают, то они хотят кого-то учить. И вот, пожалуйста, в эту сеть должны войти и те, кто преподают, и те, кто консультирует. Ну, а инвесторам нужно вкладывать деньги. И поверьте, когда я с Александром Осадцом беседовал на конференции в Кривом Роге, то он говорил о проблеме, что мало тех проектов, которые вызывают доверие, что эти рабочие места, которые они готовы вкладывать до 10 тысяч долларов, будут потом сохранены, и что это именно бизнес, что это не просто игра в получение 10 тысяч долларов, потому что получить 10 тысяч долларов, потом через какое-то время сказать, ну извините, ну не получилось. Вот говорит, мало тех проектов, в которые верится. Понимаете? Поэтому я думаю, что инвесторы тоже подтянутся. В Харькове, как я уже говорил, у нас фонд социально-экономических инициатив, который создан в частные компании, он готов в этом участвовать, в наших инициативах в Харьковской области, готов давать на это деньги. Создайте свою собственную сеть. Ну, по сути, мы сегодня с вами создаем сеть предпринимателей Донбасса, но вы можете даже и свою локальную создать сеть. То есть отделиться от Владимира и сказать, нет, мы возьмем и сделаем сеть там в Мариуполе или в Краматорске. Отдельно будет предприниматели Краматорска, да? Хотя уже есть такие ассоциации. Но я считаю, что чем шире сеть, тем будет лучше. И европейцы именно об этом и говорят. Вот европейская сеть европейских предприятий, она по центру со звездочками, да, она открыта для вхождения. И через эту сеть как раз очень многие сбывают свою продукцию, находят клиентов в Европе. Поэтому нетворкинг – это очень важно. Популяционный взрыв. Почему мы говорим о нем? Потому что сегодня у нас уже 7,5 миллиардов, ну 7,3 миллиарда человек, и все эти люди хотят есть. И, очевидно, уже все начинают расходиться как раз потому, что наступило время обеда. Вот. Поэтому я считаю, что вы можете в этом принимать участие и сфокусировать деятельность сети предпринимателей Донбасса именно, уже буквально 5 минут, именно на этих вопросах. Почему? Потому что сегодня, с одной стороны, есть технологии геномодифицированных объектов или организмов, как говорят, которые, в принципе, многие считают безвредными для людей. И нужны те, кто готов в этом участвовать. Есть те, наоборот, которые считают, что они должны заниматься органическим земледелием. И для этого есть место. Поэтому вы можете сочетать и одно направление, и другое. Сегодня есть те новые виды производства, которые могут быть освоены, по крайней мере, на выставке, на которой я побывал недавно. Вот эти клетки для кроликов, они были выставлены, и это очень такое универсальное решение. А вот находящиеся справа внизу такой вертикальной грядки для выращивания дома овощей и там всяких там салатов я не видел нигде. И я думаю, что многие не отказались у себя дома, особенно когда маленькие дети, иметь там в лоджии такую грядку для того, чтобы, значит, выращивать и чтобы и периодически ее использовать, и для того, чтобы, наоборот, детям показывать, как это происходит. Сегодня могут быть созданы бизнесы, которые связаны с вопросами питания, и это бизнесы разные, и даже учебные программы по похуданию, и джусинг, значит, производство различных соков, это сегодня очень актуально. Но в Америке, конечно, все то же самое, что и у нас, но есть и отличия. И я как раз нашел этот слайд,
И думаю, что вы здесь можете даже инициировать нечто подобное в качестве самостоятельного проекта. Это инновационный центр по обеспечению процессов производства продуктов питания. То есть это кухня. Инновационная, они коротко называют ее инновационной кухней. Создана в университете. Они взяли, помещение больше, раза в 3 больше, чем наш зал. Они взяли, поместили в этом помещении отдельными рядами мойку. То есть можно мыть любые виды сырья. Дальше очистку. Третье, обработку того, что вы очистили, или нашинковали какие-то чипсы, или сделали какие-то салаты. И на последней фазе это упаковка. И туда может прийти предприниматель, записаться, сказать, вот я хочу в такое-то время осуществить некий технологический процесс. И это не очень дорого, совершенно со скидкой все это делается, потому что оборудование за грантовые деньги. И на выходе он получает уже упакованный продукт. Вот видите, чипсы, которые получены в результате обработки какого-то конкретного предпринимателя по какому-то конкретному рецепту. То есть люди дошли уже до того, что они создают гибкую автоматизированную линию для производства продуктов питания. Вот это, наверное, единственное уникальное такое пример, который я увидел по отношению с тем, как работают модели поддержки предпринимательства в Украине, как должны работать модели, которые мы все знаем, какие они могли бы быть в Украине, и как работает это в Соединенных Штатах. То есть в Соединенных Штатах, конечно, работают система консалтинга, все вузы готовят предпринимателей, у них специальные курсы, технопарки, научные парки, бизнес-инкубаторы и так называемые акселераторы, которые ускоряют рост компаний. Все это работает и сопровождается финансированием на льготных условиях. Еще один мегатренд, на который я предлагаю вам обратить внимание, это старение населения, потому что влечет за собой целый ряд сопутствующих моментов. Из-за того, что люди жить начали уже до 122 лет, вы видите, эта женщина, она, к сожалению, уже умерла, но 122 года, это, черт побери, очень много. В Японии 21 сентября японцев старше 80 лет впервые превысило 10 миллионов человек. Представляете, какое количество людей. И все эти люди, они являются потребителями. Конечно, у них должны быть какие-то финансовые возможности, но однозначно, что они должны питаться, и им нужны лекарства или биологически активные добавки. Вот то, что могут производить предприниматели у нас сегодня. Им нужны какие-то дополнительные органы или замена того, что износилось. И это тоже может производиться предпринимателем. Я знаю в Харькове человека, который производит искусственные суставы. У него в предприятии всего 10 человек работает. И он изготавливает из титана их. То есть это не что-то там такое большое, сложное. Это все предприниматели, малые предприниматели. Это все очень сложно. С точки зрения технологии, это высокие технологии. Но с точки зрения того, как организован этот бизнес, это бизнес, который организован на основе кооперационных связей. Так вот, то, что этих людей надо учить, и что эти люди хотят учиться даже компьютерным знаниям. И я вам приведу пример. Я свою тетушку, 80-летнюю, когда приехал поздравлять ее на 80 лет, за час я научил ее работать на ноутбуке. Она была просто в захвате. И поэтому я считаю, что здесь есть колоссальные возможности для создания бизнесов и для того, чтобы оказывать услуги этим людям. Ну и, конечно же, есть потребности, которые органы местного самоуправления, опять же, могли бы, используя Государственный фонд регионального развития, используя те коммунальные объекты, которые находятся на балансе. Потому что я знаю, что в Харьковской области закрыта масса туберкулезных санаториев, потому что сегодня это уже не актуально лечение через нахождение в санатории туберкулезных больных, потому что уже это признали, что это не стоит делать, они так хуже излечиваются. И эти туберкулезные санатории – это целые комплексы, которые просто стоят пустыми и постепенно разрушаются. Их можно переобразовать, потому что, опять же, дезинфекция этих санаториев уже пройденный этап, это все найденное решение. Дома для престарелых.
И вот, ну, конечно, хотя бы такие, чтобы люди просто могли получить такие услуги. В Харькове у нас есть такой проект, и мы пытаемся этим Дома заниматься. престарелых? Да, у нас есть проект для создания такого дома престарелых на базе одного из санаториев. Я не буду рассказывать много, я завершаю. Хочу обратить ваше внимание на инновации. Вот этот график мне очень нравится. Это то, на чем зарабатывают разные люди, и, по сути, это то, на чем зарабатывали люди, человечество в разные периоды своего становления. Первоначально все давала природа, и общинно-племенной строй был построен на охоте. Да? Потом появилось сельское хозяйство, и оно эксплуатировало землю, и, конечно же, феодалы эксплуатировали, значит, крестьян. Ну, правда, говорят, что они брали десятину. Не так, как иногда сейчас у нас, да? Потом промышленность, это уже капитализм пришел, да, и масштаб уже бизнеса стал национальный. А сегодня мы находимся в эпохе экономики знаний. И если вы посмотрите слева, доход на душу населения. Так вот, самый высокий доход на душу населения – это как раз именно в эпоху экономики знаний. А IQ – это немножко больше, чем доллар. Поэтому 100 тысяч долларов, или там с хвостиком 100 тысяч долларов на одного человека – валовый внутренний продукт. У нас сейчас 6,5 тысяч. Поэтому я даже не знаю, к какому мы относимся, к феодальному или, ну, наверное, все-таки к промышленному этапу. Но если посмотреть по оценке, если посмотреть инновационного индекса, то мы уже отстаем от Таиланда. То есть вот наши два кружочка на этом графике. И, честно говоря, когда смотришь на шведов, вроде бы шведы у нас тут под Полтавой проиграли, а значит, вон они где на самом высоком месте. Вот. Так что я призываю вас заниматься инновациями, повторить успехи Эдисона или господина Лэмелсона, который на самом деле ничего не изобрел, кроме кепки с пропеллером. Но он настолько гениально построил свой бизнес, он просто сидел, читал журналы и изобретал. А что можно было бы, если соединить идею из химии с идеей из компьютерных технологий, идею из строительства с идеей из сферы обслуживания, да? И он изобретал какие-то патенты, придумывал, в буквальном смысле придумал и патентовал их. Патентовал. Ну, у него первоначальный капитал был, а потом он ждал, когда выйдет уровень развития экономики, и эта тема станет уже актуальной. И сегодня ему и японцы платят, и IBM платит за эксплуатацию его патентов. Хотя он их не воплощал в жизнь, а только придумывал. А вот то, что он успел сделать, это вот единственное, это кепка с пропеллером. Это то, что он придумал. Поэтому есть тема, когда можно на изобретательство тоже сделать свой бизнес. Ну и последнее, я предлагаю, чтобы вы объединялись в кластеры. Эта кластерная модель сегодня опять возвращается в Украину, она становится популярной. Буквально 3 дня тому назад в Киево-Могилянской бизнес-школе был дистанционный такой семинар, можно было принять участие. Что такое кластер? Это совокупность предприятий, работающие на одной территории в одном бизнес-направлении. То есть вот все знают, Силиконовая долина – это там айтишники, да? Или Голливуд – это киношники. Это вот кластер, но это в Америке. Я думаю, что у вас тут керамический кластер. Есть у вас такой кластер? Потому что я вижу чудесные... Металлургический. Нет, ну я говорю, вижу чудесные здесь вот такие скульптуры. Я просто не знаю, как они сюда попали, но подозреваю, что это творение рук местных умельцев. Да? Поэтому я и говорю, что однозначно вот керамический кластер вы могли бы инициировать и эксплуатировать эту тему. И тогда внутри кластера, как внутри любой такой конкурентной среды, рождается успех и приходят источники финансирования, которые не заставят себя ждать. Ну а чтобы ваш план приводил всегда к цели, вот это тот цирк, который... Это не мышеловка, это лабиринт, в котором мы все находимся, но я считаю, что нужно, преодолевая все преграды, и судя по тому, что Владимир Александрович 2-3 года тому назад записал свою пламенную речь, да, 3 года прошло, а его бизнес процветает, и мы здесь. Процветает отвратительное слово.
Нельзя здесь вот, я бы Нет, сделал ну, список тех слов, которые хорошо, запрещено производить. Хорошо, Тех слов процветает. на уровне нашего понимания, значит, это успешный бизнес, Работает. потому что он сегодня принимает вас в гостях. И я считаю, что мы должны поблагодарить его аплодисментами. Все, мой закончился.